А сегодня я провожу вам экскурсию по новому месту. Я нахожусь в Шотландии, в городе Стерлинг, который находится в 30 минутах от Эдинбурга. Эдинбург — это столица Шотландии. Я приехал сюда в университет Стерлинга. Стерлинг — это другой город с населением 35 тысяч человек, и я бы назвал его, если честно, пригородом Эдинбурга, потому что я даже не заметил, насколько быстро я сюда добрался. Он находится немножко выше города, на возвышенности, на холмах. Сейчас я вам проведу тур. Мы встретимся с представителями, преподавателями разных программ. Постараюсь встретиться со студентами. Так вот, вот она, вот эта остановка. Она находится прямо на территории университета. И если вы находитесь в городе, это где-то в 30 минутах ходьбы. Но можно добраться также и на автобусе. Он идет 10 минут и приезжает. Видите, какая модная такая стеклянная остановка. И сразу же мы с вами видим Welcome to University of Стерлинг. Давайте я вам покажу, что здесь находится. Видите, вот это вот все здание университета, и нам нужно здание Инту. Это здание как раз международного корпуса, где учатся студенты, где они проходят программы подготовки, языковые программы. Вот, собственно говоря, мне и сюда. Здесь стоят велосипеды, можно взять велосипед, уехать, пожалуйста. Очень много я видел ребят, кто катается на велосипедах здесь вообще. Ну, естественно, я бы тоже катался бы. Ну и вот, собственно говоря, памятник Уильяму Уолласу. Башня, высота которой 67 метров, она стоит здесь на возвышенности, которая еще добавляет ему 95 метров. И отсюда открывается вид на весь город. Если вы хотите хорошую чашечку кофе или чая, Грег рекомендует вот это место. Это одно из лучших кафе в, как он говорит, в Шотландии во всей. Очень прикольно, и открыто оно выпускниками университета Стерлинга. То есть оно ему как бы близко. И вот так красивенько по лестничке мы спускаемся от остановки сюда к главному корпусу. И, кстати, за вот этим корпусом, за корпусом Инту, находится большая автомобильная парковка. То есть, ну, мало ли, если вы захотите ездить на машине, приезжать на машине сюда, то вы можете ее здесь оставлять. По всей территории кампуса у вас будут находиться вот такие таблички с названиями, где что находится. Вот это тоже, кстати, очень классно, вы никогда не запутаетесь. Вот вообще очень зелено, вот это вот классно. В Великобритании везде на кампусах зелени столько, что можно просто обалдеть. Помните, в своих предыдущих видео я уже рассказывал про студенческие союзы, бары и вечеринки, которые проходят в университетах. Вот один из таких баров в университете Стерлинга, как раз, где студенты собираются, отдыхают, проводят время. И внизу здесь еще есть свой ночной клуб.
Еще хочу вам показать, что на территории университета есть свой замок. Я серьезно. Вот это здание построено в 1792 году. Использовалось оно для разных назначений, и вот сейчас это часть университета. И также на территории есть свои гольф-поля, и только что мимо меня прошел человек с гольф-клюшками, но он ушел, пока я собирал видеокамеру. Но сейчас я постараюсь дойти до туда, чтобы показать вам кусочек. Ну вот прямо здесь знаки, где показаны, что центр гольфа находится туда дальше по дороге. Еще я хочу вам показать резиденции, где живут студенты. Вот это вот как раз здания современные, новые, только что построенные. Мы сейчас с вами посмотрим комнату. И тут несколько зданий подряд, 4 здания, и сразу же у вас выход к озеру. И дальше вот как раз идут гольф-поля и вот этот замок. Майкл мне показывает как раз, как живут студенты в комнатах. И вот мы можем представить, что я здесь живу, и Майкл мой сосед. I just told that you my roommate. Party! И вот так выглядит типичная комната. Все комнаты здесь это одноместные комнаты, чтобы у студентов было свое, скажем так, собственное место. Они могли позаниматься. Офигенный такой большой стол на 2,5 метра. Я показал вам, как выглядит комната, ну и в обязательном порядке показываю, как выглядят общие холлы в резиденциях, где студенты собираются и там проводят вместе время. Видите, здесь, кстати, второй свет, высокие потолки и опять же вид на красивые шотландские поля с озерами. So this student managed investment fund, which I'm going to talk about, is available to all students at both undergraduate and postgraduate level. And the objective is to give our students experience of investing in stock markets and managing an investment portfolio, practical experience, while they are students at the university, so that enhances their employability, gives them a better opportunity. Within the University of Stirling, we have a student enterprise programme, so we have a separate activity across the institution. So every year, students who want to start their own businesses and be entrepreneurs have the opportunity to take part in that programme. Сказали, что мне покажут спортивные новые здания, новые условия для студентов. Почему университет Стерлинга выиграл 2 года назад награду лучшего спортивного университета всей Великобритании? И, кстати, пловцы здесь входили в сборную Великобритании по плаванию. Бассейн, который мы только что с вами видели, он олимпийских стандартов, то есть 50 метров. И я сейчас узнал цифры, сколько вложили в этот комплекс. Всего было потрачено около 30 миллионов долларов именно на строительство этого всего спортивного центра. То есть это не одно здание, это целый комплекс. Но я думаю, что вы уже поняли, если вы занимаетесь спортом, то этот университет очень хорошо, отлично подойдет для спортсменов. Здесь тренируются элитные спортсмены. Вот я, к примеру, рядом с футбольными полями. У меня не получилось сосчитать их количество, но их здесь огромное множество, и они располагаются в разных точках университета. Здесь команды делятся на разные уровни. Есть команда элитная университета. Элитная команда университета соревнуется в шотландской национальной лиге. Теннисисты тоже соревнуются на национальном уровне. Гольф. Тоже гольфисты, здесь элитные спортсмены занимаются гольфом.
просто вы идете по кампусу, это все территория кампуса, и вот вверх поднимается дорога, со всех сторон лес, очень круто, зелень везде,